Забор своими руками. Здравствуйте. Забегая вперед, скажу, что 25-метровый деревянный забор своими руками обошелся мне примерно в $880. Если вместо своих рук использовать наемный труд, то цена забора будет гораздо выше. Смета прилагается в конце видео. Поскольку мои видео смотрят на всех континентах, жители совершенно разных климатических зон и условий, то обустройство фундамента для деревянного забора я пропущу. Система фундаментов выбирается в зависимости от климата, и для каждого региона уже существуют рабочие, проверенные годами решения. К тому же тема обустройства забора – это прежде всего тема дизайна и визуального восприятия нашего фасада. Конкретно в моем случае при расчетной температуре зимой минус 22 градуса по Цельсию были залиты в бетон металлические столбы сечением 80 на 80 мм с толщиной стенки 3 мм на глубину промерзания 1 метр. Поверх столбов была залита мелкозаглубленная лента с армированием. Получилось подобие свайно-ростверкового фундамента. Итоговая высота цоколя мне показалась недостаточной, поэтому я поднял ее уровень еще на 20 см бетонными блоками. Если интересует тема обустройства систем фундамента в моей климатической зоне, то на канале уже есть несколько видео на эту тему. Лишь напомню общее правило. Металл перед заливкой бетона красить нельзя, металлические связи лучше вязать проволокой, а не сваривать. Бетон набирает прочность 28 суток. Ну а дальше творчество. Красим видимые надземные части столбов будущего забора. Подрезаем столбы в нужный размер и закрываем их открытые торцы от внешних осадков пластиковыми крышками. Немного неудобно строить новый забор параллельно существующему, но так мы обезопасили территорию от внешнего проникновения. Когда новый забор будет построен, то старый будет сразу демонтирован. Поэтому пусть вас не смущает существующая на данном этапе картинка. Затем мы закупили сосновые доски естественной влажности для максимальной экономии. Дерево для забора нарезаем в размер и брошируем огнем газовой горелки. В сети YouTube много красивых видео, где люди брошируют древесину огнем по японской технологии, связывая доски в некое подобие труб и поджигая их изнутри. Горение в подобных деревянных конструкциях происходит очень хорошо и чем-то напоминает работу ракетной печи. Но, несмотря на красивую картинку, это очень долгий и сложный процесс, при котором сам процесс обжига очень плохо контролируемый, что может повлиять на итоговый результат. Проще и быстрее всего выполнить эту работу газовой горелкой. Давайте спустимся с небес на землю и заглянем в смету по обустройству забора своими руками. Цена газа чуть больше 2% от общей суммы, но я не настаиваю. Далее очищаем доски от излишних углей щеткой по металлу и пропитываем отработанным моторным маслом. Масло можно использовать любое, какое найдете подешевле. Подготовленные таким образом доски крепим к нашим столбам любым удобным способом. Лично я сначала креплю к столбам вертикальные деревянные стойки, а уже к стойкам прикручиваю горизонтальные детали обычными дешевыми саморезами. Ширина пролетов по осям столбов у меня получилась 2,4 метра. Высота над цоколем около 1,7 метра. Горизонтальные доски с сечением 150 на 25 мм, щели между ламелями 18 мм. Последним этапом устанавливаем калитку. Рама калитки сварена из профильной стальной трубы с сечением 40 на 20 мм, с толщиной стенки 2 мм. Ее мы свариваем прямо на весу, чтобы максимально подогнать ее габариты между существующих столбов. Не забываем оставлять зазоры между рамой калитки и столбами. Со стороны петель 5 мм, со стороны будущего замка 8 мм. Чтобы раму калитки не перекашивало, принято обустраивать диагональный подкос или затяжку, например, из той же трубы или уголка. У меня была в наличии только арматура диаметром 12 мм. В данном случае использовал два отрезка. Арматура, в отличие от профильных силовых изделий, уголок, швеллер, двутавр или труба, абсолютно не работает на сжатие, поэтому выполнять может только функцию затяжки. Конечно, многие скажут, что затяжка здесь работает только верхняя и лучше ее пустить по диагонали рамы калитки, а нижнюю можно вообще убрать. Да, все верно, только наш вертикальный профиль сильно ослабнет после врезки в него замка. А еще учитывайте, что металл при нагревании будет расширяться, а при остывании сужаться. И чтобы минимизировать силы линейного расширения металла рамы, затяжки, установленные таким образом, немного сдерживают возможные подвижки замка относительно петель калитки. Хотя возможно
Возможно, я ошибаюсь и готов слушать конструктивную критику. Красим калитку для нашего забора и устанавливаем замок, личинку и ручку. Замок низкопрофильный, глубиной всего 35 мм. Прекрасно помещается в профиле рамы калитки. В такой будет меньше попадать дождевая или талая вода. После установки замка зашиваем калитку брошированной ранее доской по отработанной схеме. Благодарю за внимание.